Доброго всем дня, друзья! Я рада вас приветствовать. Как вы, наверное, догадались по расслабленной атмосфере и отсутствии презентации, у нас сегодня не научно-образовательный вебинар, а скорее ознакомительный, где я расскажу вам про аменорею спортсменок, худеющих, стрессующих. Наверняка вы о таком слышали. Называется она функциональная гипоталамическая аменорея или сокращенно аббревиатурой я буду говорить ФГА. Мы сегодня говорим только об этом виде аменореи. Что вообще такое аменорея? Это отсутствие менструального цикла в течение 3 месяцев и более. То есть, если у девушки есть определенный паттерн менструального цикла, не обязательно это будет каждый месяц. Если есть какая-то патология, например, синдром поликистозных яичников, у нее может идти менструация раз в 2 месяца, например, иногда даже 3. Вот если на фоне обычного паттерна месячные вдруг останавливаются и больше не приходят, это может говорить о том, что случилась та самая функциональная гипоталамическая аменорея. А что это вообще значит? Мы знаем, что у нас есть несколько этажей регуляции гормонами. Сегодня нас интересует гипоталамус, гипофиз и яичники. Так вот, на то аменорея и гипоталамическая, что именно на этом этаже происходят изменения. У нас есть эстроген и прогестерон, которые работают на периферии. У нас есть гонадотропные гормоны, которые в гипофизе. Это наверняка, если вы смотрите эту лекцию, она вас заинтересовала, вы знаете, кто это такие, ЛГ и ФСГ. И у нас есть гормоны гипоталамуса, которые управляют непосредственно ЛГ и ФСГ. Так вот, те самые гормоны, которые должны стимулировать гипофиз из гипоталамуса, вот они, в общем-то, делать этого не хотят. Гипоталамус не работает адекватно, поэтому происходит отсутствие менструации. Почему это может произойти? И что значит функциональное? Функциональное – это значит, что нет никакой органической патологии, то есть не опухоль какая-то давит, не какая-то травма нарушила выработку гормонов. А значит, что это ответ организма на какие-то происходящие внешние события. А именно, диета, снижение процента жира, существенное снижение процента жира ниже критических для данного организма цифр, чрезмерные физические нагрузки или, возможно, это очень сильный стресс, который значительно влияет на жизнь девушки. Безусловно, это может быть и сочетание фактора. И очень часто, особенно когда мы говорим про расстройство пищевого поведения, это сочетание всех 3 факторов. Но может быть и один только изолированно влиять. Вот поговорим про каждый отдельно. Начнем мы с похудения, снижения процента жира. В медицине мы любим так или иначе какие-то ориентиры, с этим проще. У нас есть вот такой ориентир, что 22% – это цифра, около которой какие-то критически низкие значения для организма женщины идут. Но на самом деле это безумно индивидуальная цифра, и у кого-то и на проценте 18 все будет хорошо, и на 17. И я встречала девушек с анорексией, у которых шли менструации, а потом, когда они уже восстанавливали нормальный вес, у них пропадали на фоне стресса. То есть это очень индивидуальный момент, и конкретной цифры, которая подошла бы всем, ее нету. Но если это изолированная причина, что здесь удобного, что девушка возвращает свой доаменорейный вес, и это может быть всего пара килограмм, не более, и менструации возвращаются. Иногда можно наблюдать, что девушка возвращает не 2 килограмма, а все 10. Но ничего не меняется, то есть менструация не возвращается. Даже иногда неподходящее слово, это происходит достаточно часто, потому что могут быть не решены другие проблемы. То есть это может быть чрезмерный тренинг. Опять же, нет какого-то универсального критерия, какой тренинг считать чрезмерным. Нужно вот данной девушке 5 раз в неделю заниматься, или 2, или 7, чтобы у нее не пропали менструации, никто не скажет. То есть это тоже достаточно индивидуальное количество нагрузки. И стресс. Со стрессом все сложно.
потому что избавиться от стресса – это непросто. Но, тем не менее, даже и один единственный стресс может вызвать отсутствие менструации. И такое встречается тоже очень часто, наверное, половина случаев ФГА, которые я встречаю, это только изолированное действие стресса. Это может быть и какой-то очень сильный стресс по типу потери близкого человека, это может быть какой-то хронический стресс, то есть работа, которая является постоянным источником переживаний, личные отношения. В общем, интересен наш организм, в этом смысле я не перестаю удивляться. Отдельно по поводу диеты. Нет каких-то чудо-соотношений жиров, углеводов, белков, которые точно смогли бы помочь вызвать менструальный цикл. Кто-то увеличивает жиры в рационе, и менструации приходит. Кто-то увеличивает углеводы в рационе, и менструации приходит. То есть это абсолютно непрогнозируемый момент. Единственное, что мы просим от пациенток, это не резать ни то, ни другое. То есть желательно, чтобы это были не 100 грамм углеводов для девочки, а хотя бы 150-200, чтобы это хотя бы был 1 грамм жира на килограмм. Естественно, мы просим поднимать колораж, помимо снижения нагрузок. И вот как-то так. Но опять же, нет такого, что вам нужно поднять его на 50%, менструации обязательно придут, что вам нужно вывести углеводы на 5 грамм на килограмм, и менструации обязательно придут. Просим не голодать, то есть не делать очень большие перерывы между приемами пищи, не использовать интервальное голодание, голодные дни. Просим не делать этого. Просим, чтобы все приемы пищи были достаточно насыщены по КБЖУ. Опять же, то есть не делать, помимо голода, не делать периоды выпадания углеводов и жиров. Но, опять же, какой-то единой формулы, которая вот делай точно так, и менструация придет, такого нет. Про диагностику и когда обращаться к врачу. Не надо при задержке в 5-10 дней сразу бежать, сдавать всю панель гормонов, УЗИ и так далее. Ну, конечно, если вы, может быть, планировали беременность, тогда окей. Помним, аменорея – это отсутствие менструации в течение 3 и более месяцев. Это нормально подождать еще. Нормально, что на фоне похудения или физических нагрузок может смещаться цикл, может происходить задержка. Это не смертельно абсолютно, такое случается. Если вы подождали 2-3 месяца, а менструации так и не пришли, тогда здесь уже однозначно необходимо обращение к врачу. Итак, по каким признакам лабораторным и функциональной диагностики мы можем увидеть, что это ФГА? Первое. Часто мы видим низкий ЛГ, меньше 3. Часто мы видим низкий свободный Т3. Низкий лептин, возможно, если речь идет о похудении. Мы можем увидеть низкий эстрадиол или относительно низкий эстрадиол. Мы можем увидеть значительные изменения липидограммы. Достаточно часто я у девушек с ФГА встречаю повышение холестерина, существенное, за счет липопротеинов низкой плотности. Также мы видим тонкий эндометрий, 2-3 мм толщина эндометрия чаще всего. Можем увидеть низкий пролактин, но это не диагностический признак в целом, то, что мы можем наблюдать в анализах при ФГА. Вот эта совокупность признаков, плюс анамнез, безусловно, мы спрашиваем про диету, про спорт, про стресс, который мог быть заранее, не прямо сейчас, он мог быть 2-3 месяца назад. Совокупность этих факторов позволяет поставить нам диагноз функциональная гипоталамическая аменорея. А дальше что делают и что не надо делать? На основе европейских рекомендаций, у нас сейчас есть и российские рекомендации, что мы в таких случаях делаем. Ну, во-первых, врач вас может направить на МРТ.
Я, честно скажу, если ситуация для меня очевидна, несмотря на рекомендации, я могу не отправить на МРТ, ну или сделать это совсем не сразу. Следующий момент. Врач может вам назначить прогестероновую пробу, то есть однократно дать прогестерон, посмотреть, что произойдет на отмене, но врач не должен лечить вас прогестероном постоянно. То есть это проба, это не средство для постоянного лечения в каждом цикле. Следующий момент. ФГА не лечится оральными контрацептивами. Очень часто можно увидеть назначение оральных контрацептивов на ФГА. Нет, нет и еще раз нет. Более того, вот конкретно в данном случае контрацептивы просят использовать только в случае, если нужна контрацепция. Никак иначе. То есть у них есть еще некоторые эффекты, которые не оправданы, не оправдывают назначение оральных контрацептивов в данном случае. Более того, полгода-год в целом вообще не требуется какой-то дополнительной гормональной терапии. То есть девочку просят набрать вес до аменоррейных значений, снизить нагрузки. Кто-то просит полностью отказаться от нагрузок, я в этом плане более лояльна, я прошу снизить их интенсивность, потому что не исключено, что полное отсутствие нагрузок и стремительный набор веса, пусть даже за счет отека, может быть воспринят как очень-очень сильный стрессовый фактор. Поскольку это один из триггеров аменорреи в том числе, мне как-то видится, что хотелось бы этого избежать. Индивидуально с пациентом решается. И психотерапия. Вот в случае с аменорреей, с расстройством пищевого поведения, это когнитивно-поведенческая психотерапия. Дает очень даже хорошие результаты. Не 100%, к сожалению, но гораздо больше, чем все остальные методы. И вот если в течение полугода-года не получилось, используя все способы лечения, вернуть менструальный цикл, в таком случае назначается заместительная терапия при помощи трансдермальных эстрогенов и прогестерона отдельно. Вот это те способы лечения, те этапы, которые одобрены и в Европе, и у нас, и которые действительно могут быть применены при аменоррее, не другие варианты. Чем опасно оставаться в этом состоянии длительное время? Страдает здоровье костей, прогрессирующий остеопороз и дальше переломы. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, не буду вдаваться в подробности. Малоприятное осложнение. Следующее, то, что мы гипотетически предполагаем, потому что у нас нет каких-то вот масштабных исследований на аменоррее, длительных, чтобы мы точно сказали, что действительно вот женщины с аменорреей, если без нее страдают в среднем 60-65, а сердечно-сосудистых катастроф, то вот здесь 50. Но зная то, что эстрогены являются протекторами, то есть защитными агентами для сердечно-сосудистой системы, мы предполагаем, что их отсутствие очень пагубно скажется на ней. И особенно в тех случаях, когда мы видим колоссальный подъем липидов в липидограмме, это нас однозначно настораживает. Поэтому пребывать в этом состоянии длительно точно не стоит. Ну и, естественно, репродуктивная функция. Есть некоторые методы, к которым могут прибегать гинекологи для осуществления репродуктивной функции в данных случаях, но это явно будет иметь гораздо меньше шансов на успех, во много раз меньше, нежели при нормальной менструальной функции. Вот как-то так. Какой-то там чудо-медикаментозной терапии не существует в данном случае. Есть, опять же, метод, который может спровоцировать менструации, но в большинстве случаев на отмене препарата все вернется на круги своя. В общем, как-то так. То есть медикаментозно данная ситуация не лечится. Вообще ФГА достаточно парадоксальная патология, очень интересная. Порой сталкиваешься с невероятными случаями, когда
предположим, не было 2 года менструации у девушки, вроде бы она все делала, стоило поехать в отпуск как-то за неделю, за 2 недели отпуска пришла менструация. Или была психотерапия длительная потом. Девушка сменила, например, психотерапевта, попробовали какой-то другой метод, и фактически 1-2 сеанса, и началась менструация. В общем, непростая патология, поэтому следить за этим процессом нужно. Не стоит излишне тревожно относиться к данному вопросу, но и забивать, само собой, тоже не стоит. По крайней мере, если длительно нету менструального цикла, в таком случае лучше прибегнуть к гормональной терапии, чтобы защитить кости и сосуды. Друзья, всем хорошего дня. Остались вопросы? Задавайте под постом.